Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Косинчак. Сегодняшнее видео будет интересно для тех, кто любит черные вещи, любит черное пальто, хочет как-то его разнообразить. Фото, которые я буду использовать в данном ролике, были опубликованы однажды в нижегородском журнале «Отдых НН». Несколько советов. Совет первый. Если вы обладательница черного пальто, то попробуйте сочетать его, допустим, с цветной сумочкой, либо с цветным шарфом. То есть используйте какое-то цветовое пятно, цветовой акцент в своем образе. Совет второй. Серьезно изменить цветовую палитру вашего образа помогут длинные и широкие палантины. Научитесь по-разному их завязывать. Например, в одном варианте можно обмотать палантин вокруг шеи, в другом сделать, как будто это такой жилет. Вариантов может быть огромное количество, и за счет объема цветового вот этого большого пятна вы действительно можете немного видоизменить цветовую палитру своего образа. Совет третий. Хотите сделать ярче свой образ в черном пальто, то обязательно приобретите хотя бы одну пару яркой цветной обуви. И в дополнение к ней цветные колготки в тон, либо чуть-чуть светлее. Вы можете носить либо, допустим, на вас будет черное пальто, цветные колготки и такая же цветная обувь, либо вы можете надеть черное пальто, черные колготки и цветная обувь. Это будет смотреться достаточно оригинально. Совет четвертый. Я советую не бояться различных головных уборов и в особенности шляп. Я замечаю по себе, что женщине в шляпе делают комплименты гораздо чаще, чем женщине без шляпы или в шапке. То есть шляпа — это такая уже стала вечная классика, поэтому не бойтесь, это очень элегантно, и особенно с пальто шляпа смотрится супер. Совет пятый. И последний мой совет: приобретая различные аксессуары, это могут быть головные уборы, перчатки, сумки, все что угодно, шарфики, обязательно используйте всю цветовую гамму. Конечно, вы можете ограничиться несколькими любимыми цветами, либо какими-то модными цветами и оттенками, но обязательно старайтесь собирать именно яркие цветные аксессуары, потому что они отлично будут смотреться именно на черном фоне. Мои образы. И особо мне хочется немножко рассказать о своем пальто. Это было в 2016 году. Я пошла в один из своих любимых секонд-хендов и нашла пальто Marks & Spencer за 1500 рублей. Я его купила на развес в начале привоза, то есть это пальто для того секонд-хенда стоило достаточно дорого. И несмотря на то, что многие говорят, что низкорослым девушкам нельзя носить длинные вещи, я лично считаю, что можно, особенно если вы правильно используете пропорции и, допустим, дополняете всю вот эту длинную черную конструкцию черной обуви черными колготками и, допустим, черной шляпой, то вы превращаетесь в одно длинное цветовое пятно, поэтому ничего страшного. Первый вариант я назвала классический образ с желтым шарфиком и шляпой. Многие девушки не знают, как и с чем носить шляпы. Пальто – прекрасный вариант для этого головного убора. Главное, чтобы шляпа не улетала во время сильного ветра и не мокла под дождем. Чтобы совсем не превратиться в мрачную тучу, я разбавила черноту позитивным желтым шарфиком, который просто обернула вокруг шеи. Обратите внимание на то, что обувь и сумка схожи по фактуре. Элегантность силуэту придает тонкий кожаный пояс, конец которого не болтается сзади, а завязан в узелок спереди. Второй образ я бы охарактеризовала как игривый, с рюкзаком первоклассника и меховыми наушниками из 90-х годов. Если вы человек творческий и любите неординарные вещи, то в ваших запасах просто обязана быть необычная сумка. Например, мне очень понравился этот рюкзачок в виде машинки, купленный в детском отделе. Если захотите приобрести меховые наушники, обязательно ищите регулируемые. Имеющиеся сейчас в продаже, к сожалению, давят на голову, такие нельзя долго носить. Необычно смотрится сочетание наушников, надетых поверх женственного платка, не спадающего с плеч. Такой большой объем розового цвета видоизменяет цветовую палитру образа, и черное пальто уже не кажется таким скучным. Третий образ – это романтичный образ художницы с красным беретом и в целом выполненный в осенней цветовой палитре. В этом образе длинный шарф я использовала в качестве кардигана, прикрыв им плечи. Чтобы шарф хорошо держался, я перехватила его тонким красным ремешком.
Лично я очень люблю использовать обилие красного цвета и считаю, что красного не может быть много. Кстати, как и любого другого цвета. Поэтому многие аксессуары в этом образе именно красные. Необычная сумка-губы, она придает образу сюрреалистичности. Ну а красные колготки и красные сапожки призваны визуально увеличить рост. Не бойтесь экспериментировать с одеждой, будьте разнообразными не только весной и летом, когда мы с вами можем менять как перчатки, платья и юбочки, но также и старайтесь быть разными даже в верхней одежде. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки к нему, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ну и всем пока, до новых встреч!